Сегодня мы разберем 390-ю главу манги Геройской Академии. Шота молниеносно врывается на поле боя. Вся семья Тодороки наконец-то в сборе. А значит, близится финал всей этой грустной семейной истории. Однако вопрос на протяжении уже нескольких глав остается неизменным. Выживет ли Тоя и каким будет его будущее? Что ж, сегодня это и узнаем. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу, манхву-маньхуа вы сможете на rimanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 390-я глава манги моей Геройской Академии, переводил ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку, так что я надеюсь на вашу поддержку за такой скорый выпуск глав. Изначально нам показывают, как к месту катастрофы на огромной скорости неслись Иида с Тодороки, и мчались они поистине быстро, настолько, что их скорость достигла околозвуковой, о чем нам сообщили шокированные полицейские, наблюдающие за их передвижением, говоря, что они летят столь же быстро, как и истребитель. Но это, собственно, было достигнуто благодаря общим усилиям Ииды и Шота. Ингениум и так очень быстр, но с помощью Тодороки и созданным им ледяного, хорошо обтекающего корпуса реактивного самолета, тем самым повысив устойчивость к обгоранию своего напарника, и навыка фосфор, излучающее тепло, которое создало воздушную прослойку, уменьшающее трение, и без того всей этой крутой обтекающей конструкции. Все это позволило им, как вы уже слышали, достигнуть около сверхзвуковой скорости. А чтобы вы понимали, сверхзвуковая скорость составляет 2500 км в час. И эти двое почти достигли этой скорости. Но, к сожалению, долго двигаться в таком темпе Иида не мог, да и к этому моменту его двигатели окончательно перегрелись. Поэтому дальше Шота нужно было добираться самому, благо было уже совсем близко. Однако перед своим уходом Иида поблагодарил своего товарища за все, что он для него сделал, ведь по его словам, благодаря Тодороки он и смог стать тем, кем хотел стать. И поэтому Ингениум желал, чтобы Шота тоже нашел свое призвание и свой идеал. А пока он направлялся к своей семье, нам как раз таки и показывают, как менялся Шота, как он писал письма своей матери, рассказывал, как старался поспевать за своими одноклассниками, старался активно вести беседы, и даже если разговоры приводили к конфликтам, это позволяло ему лучше понимать свое окружение. Он всем сердцем хотел стать такими же, как они, людьми, которые всегда были готовы прийти на помощь, теми, кто мог заплакать или разозлиться из-за совершенно незнакомого человека. И даже если этой цели будет очень трудно достичь, он готов был сделать все, что было в его силах. После чего нам показывают шокированное выражение лица семейства Тодороки, которые не ожидали, что сюда прибудет еще и Шота, который направился прямиком в центр всего этого жара. А подбирая все ближе, он размышлял о причине появления Даби. Размышлял, что если бы все было так просто, тогда бы они смогли исправить эту ситуацию намного раньше. Но на деле на Тою повлияло множество факторов, из-за которых он и стал Даби. Однако, несмотря на всю сложность этой ситуации, Шота было что сказать, и он не собирался больше останавливаться. После чего, добравшись к центру, Шота применяет навык Великая Ледяная Метель в надежде предотвратить взрыв старшего брата. В этот момент огромное количество людей задержало дыхание, надеясь, что герои смогут предотвратить огромную катастрофу, способную забрать немеренное число жизней тех, кто еще не успел эвакуироваться, или тех, кто еще противостоит нашествию копий Твайса. И затем люди заметили, как стремительно начало увядать жаркое пламя, заполняя пространство большим количеством пара. И да, прибытие Тодороки все-таки позволило предотвратить взрыв и остановить Тою. Кстати, сам Шота был не очень приятно удивлен, что в этом опасном месте находилась вся его семья, ведь в противном случае, если у него ничего бы не получилось, их просто могло не стать. Однако он понимал, что в одиночку ему бы не удалось погасить столь жаркое пламя, говоря, что навыка Великой Ледяной Метели оказалось бы недостаточно, чтобы погасить огневую мощь Тои, которая стала еще больше, нежели когда он сражался в предыдущий раз. А из этого Шота сделал вывод, наверное, больше направленный в сторону старшего братца,
что на деле он никакой не величайший шедевр, поскольку ему так и не удалось сравниться с мощью Тои. Сам же Даби, на удивление, был еще в сознании, но оставшиеся силы, несмотря на то, что он явно испытывает неимоверную боль, Тоя тратил на то, чтобы высказаться, как же он ненавидит отца и всю свою семью за то, что они с ним так поступили, желая, чтобы все они сдохли. И это печально, ведь в прошлой главе он вроде бы как осознал то, как это приятно, когда все искренне обращают внимание и стараются тебе помочь. Казалось, что он наконец-то жалел о своем выборе, но, видимо, ярость с обидой все еще не отпускают его разум. Старатель, видя изувеченное тело сына, который все еще скалил зубы на свою семью, осознавал, что это была его вина, что все докатилось именно до такого момента. Ведь придя он тогда на гору Сикота, возможно, сейчас бы было все совершенно по-другому. Хотя здесь далеко не только вина Энджи. Все отчасти закрывали глаза, но ядром раздора все же был именно отец семьи. И старатель отчаянно пытается исправить свои ошибки. Он просит Тою высказать все, что было у него на душе, и искренне просил у него прощения. И не только у Тои, у всех. У Рэй, Фуми, Нацу и Шота. Все они пострадали от его слепой зависимости создать то, что превзойдет силу всемогущего. Сейчас же он жалел об этом, однако время уже не вернешь. И если мелкие раны еще можно было залечить, то вот как быть с Тоей, непонятно. Шансы на то, чтобы выжить, у него небольшие, а если он и сумеет, то, как и сказал Нацу, старшего сына семьи Тодороки, жизнь станет настоящим адом из-за полученных увечий. Да и лечить герои его явно не станут, он ведь преступник, а в условиях полной разрухи у медиков и целителей сейчас явно были другие приоритеты. И хоть Тоя в этой главе все еще жив, однако Тога заметила, что пламя Даби погасло, и со слезами на глазах, думая, наверное, о его гибели, она вспоминала слова, сказанные им, что люди созданы для того, чтобы смеяться, поэтому ей стало интересно, смог ли Тоя в конце своего пути улыбнуться. В сознании может и да, но на деле ему скорее всего грустно, что все вот так вот обернулось. Кстати, Очако все еще сражалась с Химико Тогой, и возможно в следующей главе действия будут разворачиваться именно в этой части поля битвы, если, конечно, нас не перенесут к Мидори или Всемогущему. Ну а также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Take the charge. Look at my passion ball. Take the charge. I'm